Привет, друзья! С вами Фавионыч. Сегодня у нас внеочередной эфир. Видите, Эфир сегодня будет про звук, про кабельные системы, про все остальное. Поэтому давайте проверим, что у меня получилось со звуком. Насколько лучше я сделал звук сегодня. Большинство людей, кто занимается в той или иначе музыкой или записью видео, записью и конструированием стереосистем, чем я занимаюсь практически всю свою жизнь, знакомы с кабельной продукцией только вот благодаря вот таким изделиям. Я эти изделия, честно говоря, не рассматриваю как вообще кабельной продукции. И у нас, у хай-файщиков, есть такая поговорка, что вот и сетевые кабели подобного типа, их нельзя называть китайскими, потому что тоже в Китае есть люди, которые разбираются в звуке и делают качественную продукцию. Но это называется, я их называю веревки для перетягивания, перевязывания коробок. По какой причине, друзья? А причина записи видео послужил эфир с Ильей на канале, где он тестирует всевозможные камеры и системы видеозаписей, где на мой вопрос по поводу качества кабелей, качества наушников, там я услышал про омы какие-то, которые между мембранами зажаты. В общем, услышал весь тот бред, который я слышал еще 20 лет и 30 лет назад, и до сих пор большинство людей, которые не работают с такими системами, они этот бред повторяют. И изначально эти мифы мы сегодня с вами рассмотрим. Кому будет интересна эта тема, как улучшить звучание любой системы, начиная от телефонной системы, если вы подключаете наушники. Кто смотрел мои видео, это, например, тот же самый кабель, который соединяет микрофон, в данном случае роды, внутренняя разводка самого микрофона, где слабые звенья. Если вам это интересно, пишите в комментариях, мы рассмотрим, поскольку я практически всю свою жизнь работаю с хорошей звуковой техникой, и могу сказать, что люди не понимают, как это все происходит. Я неоднократно, друзья, вам говорил, что Тесла знал секрет этого мира, который состоит из трех основных ключей. Это познание энергии, познание частоты и познание вибрации. Вот эти все три структуры описывают все явления в нашем мире. И так или иначе, эти же явления проявляются в хай-фай индустрии, те люди, которые занимаются музыкальной техникой, и прочее, в том числе и видео. Если перейти к конкретике, друзья, давайте не будем разглагольствовать. Например, я всегда повторяю, когда люди собирают какую-либо систему, в данном случае даже вот эта система, iPad и наушники какие-то, они имеют слабые звенья. В моем понимании, самым слабым звеном в любой системе восприятия звука, а поскольку мой диплом как раз связан был с системами подобия, со структурным несоответствием, самым слабым звеном является сам наблюдатель, сам слушатель. Это самое слабое звено. Его уровень понимания, его уровень качества и опыта определяет все остальное. Если мы сейчас разберем, вытащим, например, микрофон, увидим вот такой вот сам капсуль, вот здесь вот наверняка, и он подключен, это мономикрофон, подключен двумя тонюсенькими такими волосками. Это уже модифицированный мой микрофон, где заменена внутренняя разводка для того, чтобы улучшить добротность во всем диапазоне частот. И здесь мы как раз говорим о высоких частотах, не только о высоких, а о расширении спектра. Так вот, основная проблема вот таких дешевых кабелей заключается в том, что спектр их восприятия и передачи сигнала, он очень сильно ограничен. Многие друзья до сих пор оперируют такими понятиями при определении кабелей, как сопротивление. Максимум, что они знают, это сопротивление, омы. Но большинство людей не понимает, какие сигналы текут в кабелях, например, каким образом перемещается сигнал и где он перемещается в самом кабеле, внутри кабеля,
еще где-то, да, по разъемам, как это происходит. Для того, чтобы это понять, нужно говорить о таком явлении, как скин-эффект. И поскольку, несмотря на то, что в школе нам преподавали много лет назад про электроны, которые двигаются внутри металлических, например, проводников или там в диэлектриках, современная наука, конечно, нам говорит о том, что электрон — это некая волновая сущность, полевая сущность, которая приобретает и свойства частицы в определенных случаях, если мы ее измеряем, и свойства волны. Вы знаете об этом, да? Но если говорить уже по большому счету, это некое такое поле, благодаря такому принципу неопределенности Гейзенберга, мы знаем то, что свойство нашего мира составляет то, что мы не можем одновременно измерить и положение частицы, и что? Что второе, подскажите? Одновременно и положение частицы, и ее как бы скорость. Так вот, мы можем или одно измерить, или второе. Это кардинальное свойство нашего мира, в котором мы живем. Так вот, к чему я это все говорю вам, всю эту физику, да? А к тому, друзья, что электрон — это некая полевая структура, и никаких электронов внутри самих проводниках, они не летают в металле или там в диэлектрике. Они передают свою энергию как бы посредством неких волн. Так вот, в звуковой технике есть еще один ограничитель качества, который непосредственно связан с помещением, с акустическим, проектированием залов и прочее, прочее. Это само свойство звука, которое является волной, и, грубо говоря, это что такое звук, да? Это колебания, которые привязаны к времени, обратная величина времени, да, с частотой, привязана к воздуху, в воздушной среде. В вакуумной среде это уже не звуковая волна, это уже другие волны. Поскольку скорость звука в воздухе, она очень низкая по сравнению со скоростью света, которая там 300 тысяч километров в секунду, скорость очень низкая, 340 метров в секунду. И благодаря этому вы слышите, когда смотрите салют, салют вспыхнуло там в 10 километрах, а звук приходит там секунд через 10. Или молния ударила где-то далеко, а минут там через секунд 10 вы ее слышите, иногда больше. Это все накладывает очень серьезные ограничения, друзья, на проектирование как акустических систем. Из-за этого наклоняются передние панели, из-за этого сдвигаются динамики, так и в кабельной конструкции. Почему? Потому что, несмотря на то, что это электрические сигналы, которые по большому счету должны происходить со скоростью света, но этого не происходит. Более того, если я вас там совсем не задурил еще не устали, то я вам скажу, что согласно исследованиям, согласно измерениям, возьмем, например, вот такой кабель. Да? Это трикоаксиальный кабель из качественных материалов, в котором наружный экран, вот здесь это медный экран, вот здесь уже видите, такой окислившийся. Дальше идет это серебряный экран. И внутри, собственно говоря, сама жила, которая тоже составляет из себя покрытая серебром медь. Я намеренно как бы достал этот кабель, который достаточно уже старый, да, и видно здесь, что все это достаточно хорошо, сильно окислилось. Так, вот сейчас камера, надеюсь, фокусируется. И вы сможете увидеть, вот как это все представляет из себя. Видно, да? Так вот, друзья. Коаксиальная конструкция используется в антенных кабелях, кабелей так или иначе связанных с высокочастотной передачей сигнала, где частоты мегагерцовые и даже гигагерцовые. Вот данный образец кабеля пригоден для передачи гигагерц, потому что имеет двойную оплетку, имеет материалы по своим свойствам, передатчики, проводники по своим свойствам происходящая медь, потому что здесь используется серебро. И вот еще одна интересная тема была высказана в этом обсуждении. Надеюсь, что меня снова микрофоном получше слышно. И как раз вот камни в мой огород по поводу того, что я микрофон не могу сделать. Я могу все сделать, но знаете, иногда лень бежит впереди фараоза. Вот сегодня, видите, Фавеныч у нас тоже в кабельной красивой оплетке. Так вот, и качество микрофонного кабеля, в зависимости от того, какой он, как он подключен, тоже зависит
от результата, который получится уже при записи. Несомненно, помещение имеет очень большое значение при проектировании таких систем. И здесь мы будем говорить про Hi-Fi системы. Это система высокой верности. Само понятие Hi-Fi появилось на рубеже 70-х, 80-х годах, когда японцы в ответ на тот момент главенствующего главного игрока серьезного звука, это Америка, решили создать некую такую мифическую идею, согласно которой можно измерить все состояния, все характеристики устройств, и благодаря соответствуя этим характеристикам определить, что эта система качественна. Если эта система не удовлетворяет этим техническим характеристикам, то она некачественная. В Советском Союзе вы знаете, что была аппаратура, которая имела там 3 класс, 2 класс, 1 класс и высший класс. Соответственно, наверняка кто-то застал из вас там какой-нибудь Астру магнитофон 209 или там 304 маяк или какой-нибудь Илить, Олимп 004, электронику 003 и прочее, там корветы 003, ну, Ласпи, все по списку, как говорится, там Ростов 101, там еще что-то, Илить. То есть и все они вот эти цифры, и стоимость этих устройств, конечно, зависела от вот этого класса. Что же вносило понятие вот этот класс? Он как раз говорил о тех параметрах, которые японцы так или иначе говорят. Это частотный диапазон, то есть, собственно говоря, тот диапазон частот, который эта система может воспроизводить. И здесь мы подходим опять-таки к очень интересным мифам, которые держались вплоть до даже 90-х годов, когда считалось, что человеческое восприятие воспринимает музыкальные сигналы с частотами только от 20 Гц до 20 кГц. Ну и говорилось о том, что со временем жидкость геликотерма в ухе, внутреннем ухе человека высыхает. Соответственно, вы можете через генератор, хорошие качественные наушники, проверить свою чувствительность и обнаружить, например, что мне в 25 лет я уже там 18,5 слышал, дальше уже предел был. Мне так казалось. Но мои эксперименты, которые я проводил в начале нулевых, в десятых годах, говорят о том, что диапазон восприятия человека музыкальных систем, в том числе и частотных, распространяется на очень большой диапазон. И несмотря на то, что просто приборы замера не дают показания о том, что большинство людей не воспринимает частоты там 100 кГц, там 150, но так или иначе расширение частотных диапазонов для аппаратуры в усилителях, в акустике дает результат такой, что это слышно, что система более качественная. И это связано как раз и с теми параметрами, которые замечательные японцы, хай-файщики, не учли. А это связано непосредственно с системами восприятия человека музыки как таковой. Этому я посвятил очень много лет и диплом писал по этим системам музыкальным. Могу сказать так, что я, к счастью своему, общался с людьми, непосредственно имеющие, ну, скажем так, самые серьезные разработки, и в том числе и на сегодняшний момент. Это компания, руководители, компания Wilson Beneš, например, которая находится в самом совершенном на сегодняшний момент производстве, связанное с нанотрубками. Этот же завод делает двигатели Rolls-Royce. И при этом предприятии, это в Кембридже, в Шеффилде, делается акустическая система Wilson Beneš. Это система сверхточной математической расчета. Я общался с людьми, которые имеют первый ранг по уровню сетевого питания. Да, то есть это та же самая компания Zatec, да, Изол, его брат, Фурман из Америки, все, что касается питающих устройств. Но сегодня я вам, для того, чтобы немножко растворить и не смотреть на мою кривую рожу, я вам покажу сейчас несколько игроков, чтобы вы понимали, о чем сегодня пойдет речь, и, может быть, начнете задавать какие-то правильные вопросы. Я вам покажу несколько производителей, их на самом деле сотни, но есть такие достаточно известные или менее, которые внесли революционный вклад. Давайте перейдем сейчас на то, что я вам подготовил.
Сейчас у меня тут перегрузится. Заодно, кому будет интересно, вы можете зайти в мой Flickr. У меня есть там альбомчик, называется «Стереосистема». Можете пролистать просто фотографии, и в качестве заставки я сегодня без проблем, да, Илья. Я сегодня эфир и сделал по теме музыкальных систем, влияние кабельной продукции на все. Так что в записи все сохраню. Спасибо за пожелание. Так вот, эти компании, они расположены практически во всем мире. Но есть некие центры научные, да, которые являются центрами притяжения. Все, что касается вот этих стерео, high-end так называемых систем. Или там иногда их переводят в высокий конец, на самом деле это не так. Понятие high-end, конечно, было введено в ответ на понятие hi-fi, которое оперировало только техническими параметрами и пыталось с помощью измерений объяснить качество систем. Как оказалось, что это непригодное занятие, поскольку есть системы, которые имеют и гармонические искажения, и коэффициенты нелинейных искажений, лежащие там не в долях и даже не в сотых долях процента, как даже в советской аппаратуре, а которые являются процентами, изменяются в процентами, то есть на 2-3 порядка искажения выше. Но при этом эти системы звучат гораздо живее, гораздо натуралистичнее, и долгое время японцы не знали, что с этим делать, поскольку в их понятии, я не имею в виду великих японцев, да, того же Кондо, компания AudioNote, который умер, кстати, прямо на выставке в Америке, основатель компании AudioNote. Я не имею в виду, например, то, что делал Genwing, да, это первый производитель Hi-Fi кабелей, который до сих пор используется в мореходстве, да, это супроквадратные кабели. И, собственно говоря, эта компания первая и сделала кабель, который отличается от обычного электрического, акустического кабеля. До этого все были 1,5 куба, просто сечение. Genwing просто изменил количество, элементов в самом проводнике и изменил сечение, и благодаря этому стал известен. Сейчас компания известна в основном как производитель кабелей для мореходства, поскольку они все имеют оловянное покрытие. Тем не менее, у него в линейке есть и топовые кабели, например, Sword, который сделан по принципу бифилярной намотки. Бифилярная намотка, это вы знаете, да, это две катушки, которые напротив друг друга сделаны. Это его подход. Достаточно такая ограниченная линейка. Так, у меня что-то очень медленно переключается. Ну, надеюсь, что сейчас переключится, я вам покажу уже слайды, да. Для тех людей, которые скажут, ну вот он ни в чем разбирается, друзья, кто меня знает, в Питере, кто занимается Hi-Fi техникой, меня знают практически все. Кто делает системы или компании, которые изготавливают. Более того, вы можете найти мои фотографии, в том числе и даже на сайтах этих компаний, которые я вам могу перечислить. Тот же самый Eggleston Work, компания, которая делает самые топовые мониторы для студий звукозаписей. Для начала могу вам сказать, что, например, студия Gateway Mastering, на которых сделано 500 платиновых альбомов записано, самых известных. И Боб Людвиг, да, тот же самый, это глава Ассоциации американской аудиотехники, как раз тоже имеет отношение к этой компании. Я вам просто назову какие-то вещи. Да. Я вам хотел показать сейчас несколько компаний, которые находятся в одном из центров, это Кембридж. Потом покажу вам, что еще делают в Японии, в Европе, и что какие-то революционные продукты, которые делались и в Америке в том числе. Имеется в виду кабельная продукция. Ну, пока тут все, вроде перезапустилось, да? Так, ну давайте. Так, сейчас я на самом деле проверю еще звук. Да, вроде должно все работать. Теперь приходится контролировать. Так, итак, друзья, значит, мой Flickr для начала. Надеюсь, что звук будет нормальный. Сейчас еще раз проверю. Убедиться, что все. Заодно скажите, насколько улучшился звук. Я сегодня устроил внешний микрофон, использую измерительный. Так, ну вот смотрите, этот альбомчик, который я вам хочу показать. Вот, например, фотография одной из самых интересных акустических систем, которая подключена. Это не усилитель, это внешний кроссовер, друзья. Эту фотографию я делал на презентации в Мюнхене в 2015 году. Совершенно удивительная. Это Kaiser акустика, чрезвычайно редкая по производству, чрезвычайно редко и по количеству экземпляров. Ну и подход этого человека совершенно изумительный при производстве акустики.
до сих пор. Ну, услышать ее мало где можно, тем не менее, вот центр притяжения хай-фая и серьезного звука является Мюнхен. Каждый год выставка в основном в мае. Есть еще выставка в Китае большая, есть выставка в Лас-Вегасе, ну и, соответственно, японская выставка. Кроме того, есть периодически появляются российские выставки, вы о них наверняка слышали, они проходили в Крокус Экспо или в другом месте. Ну, сейчас, ну, вот это из Эстонии ребята делали, да, акустику. Ну, легендарный Клипш, американская компания с больше столетней историей. Есть монитор аудио, триод, ламповые усилители. Множество систем я делал, которые используют и ламповую технику. Также я работал, вот, кстати, Wilson Beneš акустика. Это сам динамик, грубо говоря, уложенный. Да. Интерес, конечно, связан с магнитными системами, которые они революционный сдвиг сделали. Это не один бор магниты радиоактивные, это использование карбона в качестве легких носителей самого корпуса, который рассчитывается на супермощных компьютерах. Не жесткий корпус, который здесь сделан, да, или там не сборный корпус из сверхжестких материалов, как Magico американский делает. А именно та система, да, вот, кстати, здесь в интерьере фотография в одном из мест, где я собирал, это вот Wilson Beneš Вектор, так называемый, он здесь с ламповым обрамлением легендарного, к сожалению, ныне умершего нашего разработчика, который вышел за рамки хай-фай техники давно, high-end, это ламповые усилители Анатолия Девиченского. Также я хочу обратить внимание, вот, кстати, Wilson Beneš, тут в паре он собран мною был с легендарным усилителем Boulder, это начальная линейка интегральных усилителей, тем не менее, один из самых серьезных мировых производителей именно транзисторных усилителей, сделаны по принципу идентичных транзисторов, так же, как и компания Pass Labs, легендарного Нельсона Пасса, да, который делает по такому же принципу. Ну вот Eggleston Works здесь младшенькие напольники, было счастье, когда они приехали в Москву, можно было их потестить с гуманной ценой, но совершенно невероятной по качеству. Так вот, что я вам хочу показать. Ну, сейчас пробежимся, а потом мы перейдем уже по конкретно кабелям. Ну вот здесь, например, видно сверху, поскольку вы знаете, что я артом занимаюсь, здесь некий арт я хотел сделать, это как вид сверху карбонового корпуса с алюминиевым основанием. И вот кабели, которые здесь подключены, это кабели компании Black Rhodium английские. Пожилой человек, не знаю, жив он или нет, компания делает очень маленьким количеством кабелей, достойное и по цене качество, работает с криогенным серебром, обработка в криогене, соответственно, полировка, все остальное. Также я, ну вот, кстати, качество Wilson Beneš верхней полировки металла, да, то есть вы здесь можете увидеть, эта люстра висит на высоте где-то метров 8, качество полировки металла практически зеркальное. К сожалению, очень мало в мире мест, где можно добиться такого. Ну, полистайте, посмотрите, может что-то найдете. Ну, вот ZU, например, классические коаксиальные конструкции, динамики, рупоры, наушники, аудиотехника, кто знает, ну, кто не знает, там что-то может быть для себя, но может быть какие-то вопросы. Хочу обратить внимание на вот часть из этих фотографий сделана в салоне моих друзей в Санкт-Петербурге. Это находится рядом с Лахта-центром, гигантское здание Garden City. Здесь можно было послушать и ленту студийную, и до сих пор это один из лучших салонов в России. И ребята очень серьезно подходят. Ну вот, кстати, когда-то был на тесте топовый, самый дорогой фонокорректор. Кто занимается винилом, я думаю, что понимает, о чем речь. NS7, один из лучших фонокорректоров мира. Ну ладно, друзья, давайте переключимся. Начнем с простого. Но вы знаете, что считается, что есть такая поговорка, да, ты не избранный, если делаешь для избранных. Если ты делаешь для всевсех, то ты избранный. Компания QET, английская компания, которая занимается очень давно звуковыми системами, кабельной продукцией. Интересна она, конечно, в первую очередь инженерным подходом и системам измерения, которые применяет в разработке своей кабельной продукции.
У меня было удовольствие один из годов, когда мне, благодаря Виктору, удалось встретиться несколько раз с его главным инженером, который приезжал в Москву. И прослушал чудесный совершенно выпуск лекций по цифровому глазу. Это было на момент, когда HDMI формат начинал шествовать, и проблемы HDMI кабеля, картинки, качество извлечения были очень острые. И вот этот человек достаточно интересную лекцию провел по цифровому глазу. Как он закрывается, и почему такие серьезнейшие проблемы с пропаданием сигнала, как улучшить. На тот момент выходила, по-моему, еще только вторая версия HDMI 2.0. Сейчас уже там и B есть, и C, и D, и все что угодно. То есть было 4К. Сейчас уже и кабели, которые 8К переносят. Ну, в общем, смысл в том, что все, о чем я вам до этого говорил, а именно путь сигнала, для простого объяснения, для тех людей, которые пока еще не погрузились в эту тематику, ну, во-первых, я рекомендую посмотреть вам в Википедии, что такое скин-эффект. Это имеет отношение непосредственно к передаче сигнала, и я вам дальше покажу, что сигнал на самом деле в звуковых кабелях, в акустических и в межблочных течет в зазоре между диэлектриком и проводником. Также и в цифровых кабелях. Диэлектрик простым языком поглощает сигнал, проводник, наоборот, его излучает. И качество кабелей во многом зависит от качества вот этого самой поверхности, где проходит сигнал, и от материалов, которые используются. Для этого делают серебрение кабель, для этого делают криогенную обработку. Для этого некоторые кабели, как, например, компания Nordost, которая начинала свое, скажем, шествие, давайте сейчас набьем его, с космических технологий. Это были кабели, которые нужно было разработать для космических кораблей, чтобы они были плоские, чтобы они были не классические толстые кабели, как вы знаете, да, а именно... Ну, Nordost это не тот Nordost, который вы думаете, террорист атак. Нет, это Кабельс. Сейчас основатель компании уже имеет там свои другие наработки. Тем не менее, он иногда его можно увидеть на выставках. Есть такая легенда, которая гласит, что когда он услышал эти космические кабели для космических аппаратов, он предложил руководителю продавать эти же кабели не там, по цене, там, ну, грубо говоря, там $1000 за бухту, а по $1000 за метр. Так появилась компания Nordost, которая до сих пор является одним из лидеров производства. И та технология, которую она использует, ну, давайте, например, посмотрим акустически. Да, если напишите в комментариях, можем посмотреть то, что они делают межблочные. Ну, давайте акустически посмотрим. Заодно вам расскажу преимущества и недостатки этих кабелей. Начиная там от средней линейки, дальше Heimdall и заканчивая там самыми топовыми кабелями Tor. Tor это сетевой, извините. Ну вот, все ценовые группы вы можете найти, вся информация это доступна. TIR, ну Valhalla, уже второе поколение, один из самых интересных кабелей. Ну и верхний кабель, конечно, это Odin и Odin Gold. Это десятки тысяч долларов. Достаточно дорогие кабели. В чем же преимущество и почему кабели стоят так дорого вот в таком категории, да? И что это такое? На сайте Nordost вы можете посмотреть подробно, где рассказано что. Но вкратце я могу сказать, что мысль была сделать плоские кабели, нанести их и заключить некую второпластовую основу, и делать их процесс экструдирования диэлектрика таким образом, что, например, по практике, а мы делали такие опыты, если взять, например, акустический кабель, любой, да, Nordost, вот такой плоский, иногда люди, даже не знакомые с этим, предлагается сделать следующее. Мы вам там заплатим каких-то денег, если вы там его за 100 раз сломаете, перегнув вот так вот. Могу сказать, что перегнуть его можно и 1000 раз, и ничего он не сломается, потому что сама технология изготовления таким образом сделана, что проводники спаяны внутри с тефлоном, и они имеются неким как бы монолитом. Плюс к этому каждый проводник проходит специальную высокочастотную полировку, благодаря которому прилегание диэлектрика практически на уровне там, микрон.
Зачем же все это делается, друзья? Именно для того, чтобы путь сигнала, скорость сигнала в кабеле не затухала, а Nordos говорит о скорости там 99,9, там близкой, да, к скорости света. Мы же скажем, ну все кабели имеют такую скорость. Нет, друзья, на самом деле это не так. Плюс вы должны понимать, что скорость сигнала на разных частотах, прохождение в сигнал идет с разной скоростью. И благодаря смещению как раз, вот здесь подробно описано, да, вот, по поводу частоты и по поводу так называемой бескислородной меди. Друзья, с где-то 70-х годов вся медь, которая выпускается, она вся бескислородная. Она делается катодным образом. То есть это бак, засыпается, и потом катод, анод, медь как бы осаждается. У меня есть в коллекции кабели, которые сделаны не катодным способом, не бескислородные. Это кабели, которые методом протяжки. Эти кабели можно встретить на аукционах, например, Western Electric. Я использовал кабели, которые используются не гражданское назначение. Опять-таки 70-х, 60-х годов. Мне попадались в руки кабели 40-х годов, где таким же методом. Они по цвету, под микроскопом выглядят по-другому. Они имеют такой ярко насыщенный красный цвет. Это медь, чилийская медь так называемая. В органических восковых диэлектриках с натуральным шелком и диэлектриком. Ну, показать, ну вот здесь у меня катушечка стоит, потом покажу, если напомните в комментариях. Так вот, друзья, это что касается одного способа конструкции кабеля. Плоский не для того, чтобы укладывать под паркет, хотя нерадивые продавцы многие говорили о том, что ну вот можно под паркет его положить. На самом деле, да, действительно можно его положить под паркет, под ковер, ходить, и никогда он там не порвется. Это действительно так. Но мысль, конечно, была производителей в первую очередь расширение частотного диапазона благодаря такой конструкции. Это что касается Nordos. Прокпет ну, я вам ничего не показывал. На самом деле я хотел вам показать те кабели, которые действительно именно конструкция. Кабель на самом деле, я говорю, диэлектрик, проводник и конструкция. Я хочу вам показать кабели, которые идут не кастомные для монтажа, там, разделки, а которые, хотя в этой же серии, сейчас я Genesis найду, здесь он тут есть или нет. Ну вот Genesis, да. Значит, смотрите. Если будет фотография, я вам покажу, как это все сделано. Имейте в виду, что я это говорю не голословно, с этими кабелями я имел дело, я работал и ставил их в систему, поэтому я понимаю, о чем я говорю, в каких уровнях системы это можно использовать и какие особенности есть у того или иной линейки. Да, фотографии здесь не очень хорошие есть. Так. Ну, вкратце могу сказать, вот я что-то не могу найти, но смысл в том, что здесь проводник оплетен вокруг диэлектрика. Некие трубки такие, да, даже не трубки, а как нити из полимера, и вокруг них плетен сигнал. Я все-таки почему-то не могу найти. Как-то КВЭД совсем сделал. Ну, компания выпускает недорогие кабели и там средний уровень. Есть, конечно, и топ, в том же самый Genesis. Я хочу посмотреть им технологию, почему они не рисовали здесь саму структуру. Не вижу. Вот интересно, когда. Нету на рисунка даже. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот написано 9 пучков посеребренных проводников из бескислородной меди, там 5 девяток, да, и провод сечения, АВГ это сечение, вы можете таблицу АВГ посмотреть, что это такое. Ну и дальше AirCore, это, грубо говоря, диэлектрики, нужно сказать про диэлектрики. Многие считают, что лучший диэлектрик, там тефлон, например. Нет, друзья, есть диэлектрики, характеристика диэлектриков это диэлектрическая проницаемость, да. Я не буду сейчас открывать таблицу, но могу сказать, что есть диэлектрики и получше тефлона,
Самых недорогих системах, в основном в большинстве кабелей, которые покупаются в обычных магазинах, это поливинилхлорид. Это жуткая вещь по качеству, это вредная вещь и при этом очень плохой диэлектрик. Есть более качественный вспененный полиэтилен, который используется вот в том кабеле, который я вам показывал только что. Есть диэлектрики с хлопковым наплавлением, где диэлектриком является воздух. Вот здесь является воздух, да, air core так называемый. Воздушная среда. Вы скажете, ну лучше воздуха ничего нет. Есть, друзья. Еще более качественный диэлектрик это азот. И одни из самых дорогих кабелей, например, Crystal, и другие компании используют азот в качестве диэлектрика. Зачем, почему эта диэлектрическая проницаемость важна? Да? Ну, давайте наберем в поиске коэффициент электрической проницаемости. Картинки. Так, что у нас тут есть-то? Что будет-то? Ну, здесь не то. Здесь надо смотреть именно кабельной, применительно кабельной продукции. Кабели. Не подготовился я, чтобы вам показать эту таблицу, но я думаю, что можно ее найти. Нету ее. Ну, друзья, если вам будет интересно, я вам найду эту таблицу. Вы сами сможете найти. В топе находится не воздух, находится азот. Из недорогих величин. А вот, кстати, есть табличка. Электрическая проницаемость. Азот жидкий 1,4, бензин 2, вода. Это не то. Нам нужно именно материалы для кабеля. Диэлектрика. Диэлектрик. Угу. Да, наверное, не получится сразу найти. Потому что здесь все очень все печально. Хорошо, друзья, ладно. Перейдем на другой продукт. Один из самых известных производителей и достаточно хорошо распиаренный, и при этом имеющий широкую линейку, это компания американская AudioQuest. Их девиз это лучший кабель, отсутствие кабеля. В чем революционный подход этого производителя? Кстати, вот я увидел салфетку и вспомнил про Nordos, друзья. Недостатком кабеля Nordos является то, что фторопласт, диэлектрик, который использует эта компания, накапливает статику. И решение есть, это специальные антистатики, которые можно обрабатывать. И многие хай-файщики пользуются на демонстрациях, берут эти статики, потом протирают кабель и звучание улучшается. В принципе, это слышно сразу же. Так вот, вторая компания, которая известна, американская AudioQuest, выпускает и видеокабели, и аудиокабели, межблочные, оптические кабели интересные, в том числе из кварцевых материалов, искусственного кварцевого стекла. Так вот, интерес их в том, что они предложили изменить диэлектрические свойства кабеля и улучшить диапазон и динамический, и расширить частотный диапазон с помощью активных систем экранирования. В межблочных кабелях не во всех, но во многих используется экран. Понятно, что он имеет определенный способ распайки, я об этом иногда людям рассказываю. Есть односторонняя распайка, симметричная, несимметричная, балансная, полубалансная. Просто так припаять с двух сторон экран, ничего хорошего, друзья, в большинстве не будет. Компания AudioQuest первым предложила серийно использовать в качестве экрана такой бочонок внутри батарейки. Они есть на 18 вольт, на 36 набираются, и там в самых, по-моему, больших 72 вольта максимально. Подается напряжение, постоянное напряжение на диэлектрик, на экран.
И, соответственно, это слышно, друзья, действительно. Конечно, эти кабели, как любой кабель, имеет направленность, поскольку диэлектрик и проводник имеет некую направленность. По поводу направленности, и для тех людей, кто не знает, что это такое, как это работает, это можно отдельно рассказывать. Ну, вкратце я скажу так, что когда выходит новый кабель, не прогретый, то есть он еще не прошел, через него не прошли сигналы волновые, да, то его определенным образом включают. После этого, если он набирает уже часы работы, как любая система, это касается и акустических кабелей, и межблочных кабелей, и в том числе и сетевых. Так вот, максимальное количество выхода на рабочий режим кабеля это 400 часов обычно. После 20 первый цикл прогрева, после 100 и после 400. Ну, это, грубо говоря, у всех по-разному. Но если вы провели какой-то прогрев, например, по совету каких-то ужасных блогеров, которые там динамики друг другу ставят, включают и уходят там на двое суток и ставят синусоидальные сигналы. После этого они говорят, что этот кабель не играет, плохо играет, все плохо. Чем в таких случаях я людям отвечаю, чем кормите, то и получаете. Если вы прогреваете на синусоидальных сигналах, а не используете полный спектр звуковых сигналов музыкальных, то этот кабель и будет играть лучше всего синусоидальные сигналы. То есть его подготовка в широком спектре сигнала, она не велась. После того, как вы это сделали, очень сложно и значительно больше потребуется времени, чтобы вывести кабель в нормальное состояние. То есть научить его, грубо говоря, играть музыку, простыми словами. Если же вы его развернете в обратную сторону, то происходит еще более серьезная сложность, поскольку вы его научили и, грубо говоря, прогрели в одном направлении, то перегрев в другом направлении займет уже не 100 и не 400 часов, гораздо больше. Это все и опытным путем, и научным было доказано, и мною неоднократно демонстрировалось. Так вот, друзья, что касается вот такой конструкции с активными системами подавления сигнала, шумов или экранирования. Эта система очень популярная, но это не единственная компания, которая делает таким образом. Я хочу вам еще показать интересный проект, в который я тоже участвовал в тесте. К сожалению, я очень долго искал в сети этот проект, но даже на сайте самого американского производителя Harmonic Technology был проект Photon. Здесь нет фотографий, но можно найти, друзья. Это совершенно удивительный проект был в нулевых годах. Они его так и не выпустили в большом количестве на публику. Тем не менее, я участвовал в тесте межблочных акустических кабелей такого способа. Способ здесь такой. Значит, кабелем является оптика внутри. И межблочные кабели акустические представляют собой оптические кабели. Здесь стоят преобразователи для того или другого типа кабелей, например, для акустических один преобразователь, для межблочных другой, и блоки питания. В моем распоряжении были кабели, которые не имеют вот такие большие блоки питания внешние, более качественные, чем проект Photon. Если у кого-то будет возможность услышать все, я думаю, что вам будет очень интересно. Это очень сильно отличается от всех производителей кабелей, включая самые топы. Argentus, Siltec и прочее, прочее. Еще одним революционным таким сдвигом в кабельной, я вам говорю сейчас направления, именно те, которые открыты, но которые не пошли в массы. Это, сейчас я найду, где... Аудиоквест показал, можно закрыть. Так, это High Fidelity. Я тоже, к сожалению, не нашел оригинального сайта, но тем не менее. Здесь принцип немножко другой. Проводниками могут выступать как медные жилы, так и серебряные, но основной проводник и преобразователь находится вот здесь. Это некая жидкостная среда. Их называют жидкостными кабелями. Кабель называется High Fidelity. Вот этот производитель. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Достаточно редко было в России, их можно где-либо услышать, но тем не менее сейчас уже попадаются. Можно найти. Удивительное по звучанию кабеля. Дальше. Значит, те кабели, которые меня очень долго впечатляли и которые я использую во многих своих объектах. С одной стороны, это английская компания Black Rhodium.
где благодаря очень маленькой команде удалось и великому основателю удалось реализовать за небольшие деньги прорывные технологии. Практически вся линейка досконально ставилась в разные системы. Могу сказать так. Революционный сдвиг произошел, как только компания начала использовать криогенную обработку проводников. Причем до сборки кабеля и также после сборки кабелей. Это, конечно, очень сильно меня воодушевило, поскольку на тот момент, если сравнивать даже с топовыми кабелями, которые использовали серебро или серебряные сплавы, мы об этом поговорим, почему именно серебряные сплавы и почему там есть такие мифы по поводу золотых кабелей. Это связано с тем, что серебро очень быстро окисляется. И тот же самый производитель аудионот, который использует в своих лучших кабелях серебро и в качестве диэлектрика использует материал, который вы знаете по подошвам, лучшей обуви это полиуретан. Давайте аудионот. Основателем является Кондо, но сейчас, последние годы, руководил Квортруп. Многие его не любят, я тоже особо так не приезжаю. Но, тем не менее, Кондо, к сожалению, ушел. Тем не менее, выделена линейка Кондо, она существует, она отдельно стоит от аудионота. В основном продукция делается под заказ, тем не менее какие-то базовые продукты можно встретить по всему миру в продаже. Относительно недавно он стал продавать компоненты. И, кстати, он один из первых, когда Blackgate закончились, это серебряные конденсаторы интересные 70-х, он потом договорился с японцами, чтобы японцы продлили под его маркой выпуска компонентов. Ну, я думаю, что можно посмотреть, наверняка там есть и конденсаторы, резисторы и все остальное. Ну да, вот он конденсаторы и картриджи, ну и припой, соответственно, легендарный аудионот, который использует, кстати, свинец до сих пор. Хотя многие отказались от свинца, используют только серебро, другие. Ну и легендарные разъемы, которые тоже он запатентовал. Я хочу вам показать именно кабельную продукцию. Посмотрим, будет у него здесь кабель. Да, есть. Могу сказать, что есть немного производителей кабелей, которые для тех людей, которые имеют большой, богатый опыт в Hi-Fi области, оказывают очень сильное впечатление даже по прошествии там, 10, 20, 30 лет. И я бы выделил здесь, конечно, компанию Audionot, потому что та технология лицендрата, да, кто не знает, что это такое, Литц — это немецкое обозначение технологии кабельного производства, когда тонкие жилы сечением в некоторых случаях 80 микрон, это 0,08 мм, это 50 микрон, 70 микрон, заливаются в диэлектрик, и внутри кабеля, грубо говоря, несколько таких жил. Их может быть там 19, может быть там 30. Я работал с кабелем, которыми и 600 жил, и 1000 жил. Они абсолютно изолированы друг от друга, но в пучке они собираются в пучок. Для чего это делается? Это для тех людей, которые работают со СВЧ-техникой, знают, что это такое. Повышается добротность на высоких частотах. То есть эти кабели пропускают сигналы гигагерцовые. Благодаря этому, тому, что они пропускают гигагерцовые сигналы, соответственно, и не только по моей теории, эти кабели пропускают и сверхнизкие частоты, и, соответственно, имеют очень большой динамический и частотный диапазон. Не только. Плюс они имеют самое главное, на что реагирует наше ухо, это очень низкие фазовые искажения. И вот как раз фазовые искажения и определяют качество всех компонентов, потому что вот эти вибрации, которые передаются через фазовое искажение, и искажение, вот эти лишний звук, такое называемое цоканье, как говорят на серебряных кабелях, люди, которые не работали с дорогими кабелями, они говорят, вот цокают, цокают. Цокают, это как раз говорит о том, что кабели имеют очень большие фазовые искажения, любая аппаратура. Так вот, давайте покажу вам на примере акустического, может быть здесь разрезе будет. Можно даже Lexus открыть, это медный кабель, медный лицендрат. Нету картинок, заброшен сайт. Но смысл такой, что вся линейка Audionoта это одна и та же конструкция лицендрата, только версия в медь и версия серебро. И отличается только количеством жил.
Видите, даже Квортроп не позаботился сайт сделать. Но, тем не менее, он и так знает, что его покупают. Ему ничего не надо. Вообще. АНА, АНС самые доступные кабели. Даже картинок нет. Обалдеть просто. Просто красота, друзья. Просто красота. Что тут можно сказать? Я даже не знаю, что сказать. Удивительный сайт. Второе, я о чем бы хотел сказать, это, конечно, если сравнить параллели, да, и говорить уже о серебре. А почему серебро, друзья? Многие сейчас, ну вот только медь и серебро. Нет, друзья. Много лет назад на выставке я повстречался с одним из известных ныне и тогда людей, которые участвуют в концертной записи. О боже, забыл фамилию. Сейчас у него уже производство несколько, он и Hi-Fi ЦАПы выпускал. Вылетело из башки. Кто смотрит, будет подскажут хай-файщики. Ну, в общем, вы знаете его, да. Сейчас он и делает и... На тот момент он демонстрировал ЦАПы, и было не очень корректное сравнение в одной из комнат, где он демонстрировал записи с компакт-дисков, супер-аудио, потом переносил на свои ЦАПы. И говорил, что я когда спросил, какими кабелями подключен, то кабели не имеет значения, все это фигня, вас обманывают, все кабели, все одинаково. Через некоторое время, на что момент я ему возразил, что некорректное сравнение было, разные кабели и разные способы подключения. Потом он стал адептом нехромовых кабелей, так называемые, которые выпускались в 70-е 60-е годы. Нехромовый материал, проводник, нехром. Никелевые кабели, ну, в общем, это тоже тематика очень интересная, ее пиарили достаточно долго, не знаю, насколько сейчас использует кто-то, но я думаю, что тоже многие, кто экспериментировал, а я экспериментировать начал с кабелями тогда же, когда и Audionaut начал Кондо в начале 80-х, и тогда же, когда Genwing, это 82 год. Примерно в это же время, 85 год, я сделал свой первый кабель нестандартный из лент медных. Потом я узнал, что Нордост пошел по пути дальше. Давайте я вам покажу Силтек. Этот производитель заслуживает пристального внимания. Две компании, которые, грубо говоря, являются такими некой семьей, это Силтек и Crystal. Одни из самых дорогих кабелей, хотя есть, конечно, и дороже, но технологически это, наверное, самый топ по технологиям изготовления. Не хочу никого обидеть, есть производители еще дороже, но я буду говорить о тех, которые известны. Силтек и Crystal. Значит, в чем идея? Почему Силтек? Серебряная технология. Интерес в том, что компания действительно подходит с инженерным подходом. То есть здесь имеет значение и длины одинаковые с высокой точностью до долей миллиметра проводника каждого. Почему они используют серебро, сплавы с палладием или с золотом? Потому что в обычном виде, да, то, что мы говорили вам про Audionaut, серебро окисляется буквально за несколько минут. Если вы разделывали когда-нибудь серебро, то вы знаете, что просто паять серебро ну, не получается. Потом это надо чем-то закрывать. Кондо, Audionaut удалось разработать технологию быстрого закрытия в полиуретане при протяжке вот этой серебряной нити. Благодаря этому она не окисляется. Другим способом замедлить окисление серебра или снизить его, это добавить туда золото. И поэтому серебряно-золотые сплавы, они используются. Золото нужно немного, или платиной тот же самый. Но сплав получает уже практически неокисляемую вещь. Я вам потом еще напомните, я вам расскажу про Масsimiliano Favela, это компания Yatar. Совершенно волшебная технология. К сожалению, для Франка Сербина оказалась история семейная больше того, но тем не менее вот Масsimiliano Favela и то, что он делал кабели изначально для Sonos Faber, а потом выросло уже в производство отдельных кабелей, это тоже серебро чистое, но оно сделано по технологии того же самого ONO легендарного, благодаря которому мы знаем технологию ONO Continuous Cast, да, это OCC кабели так называемые, полноценные кристаллы, да, которые большой длины.
В данном случае кабель отливается в плашке керамической вместе с разъемами серебряными, и благодаря медленному охлаждению, в чем и заключается технология Ono Continuous Cast, когда сплав медленно остывает, он кристаллизуется, кто знает, что такое кристаллы, как они выращиваются, да, ну и металлические кристаллы также можно, медленно остужая, получать длиннокристаллические цепочки. По большому счету кабель представляет собой некий один единственный кристалл вот этого металла с минимальным количеством переходов. И качество, кстати, кабеля во многом объясняется простыми словами именно тем, какое количество кристаллов находится в единице проводника. В дешевых кабелях, которые мы смотрим, там категории там, $2 за метр или меньше, там, их там может быть несколько тысяч, десятков тысяч. В самых дорогих это один единственный кристалл. И как раз мифы о длиннокристаллической меди или там монокристаллах говорят люди, которые не понимают, что же такое настоящий монокристалл. Он единственный кристалл, да, или там их немного. Это единица кристаллов на единицу длины. Поэтому все вот эти недопонимания, все абсолютно безграмотные люди, которые пытаются что-то доказать и показать, не вникая, не работая с этой техникой, они порождают вот эти ужасные мифы о том, что серебро звенит, о том, что медь теплый звук дает. Ну, это, знаете, из серии теплый ламповый звук, есть даже такие картинки, там люди сидят при лампе, да, керосиновой, и там слушают радиоприемники. Ну, это все, как их называют, боты, да, их сейчас называют, хейтеры. Вот они все это придумали. Тем не менее, на этом выросла огромная такая махровая, можно сказать, плесень, да, хай-фай, которая, с одной стороны, люди, которые в этой теме работают, они не обращают на это внимания, как на шум, да, обычный. С другой стороны, они переманивают в свою бездарность большое количество молодежи, которая, ну, из-за этого не получают доступ к истинным знаниям. Вот эта точечка, это направление Ятора. Ну, вот он написал, да, посвящение Страдивари. А, кстати, это Франко Сербин, по-моему, написал, да? Вот здесь, да. Во время моего последнего сложного проекта посвящения Страдивари я почувствовал необходимость использовать внутренний проводник, который не был еще одним продуктом, полученным в телекоммуникационной отрасли, с решениями, основанными на теории радиочастот. Решением из материалов со свойством, предназначенным для работы с полосой пропускания частоты и уровня мощности. Так появился новый проводник, основанный в концептуальном и конструктивном плане на следующем предпосылке. Передача звукового сигнала от усилителя к динамику и в особенности на уровне микросигнала больше зависит от физической структуры металла, то, о чем я говорил, чем от абсолютное значение проводимости в проводе. Он использует добавку палладий в серебро. Кабель отливается вместе с плашкой с самим наконечником, который трубчатой формы. В отличие от трубчатых материалов, которые использует Нордос, там тоже трубки, да, банан так называемый, где он припаивается. Здесь пайки нет, здесь это отливается вместе с проводником. Он же, кстати, делает и сетевые кабели. Кстати, в Санкт-Петербурге есть человек, я надеюсь, что она еще использует, где есть кастомный ятор длиной 3 метра. Они обычно были только 1,5 метра и 2. Сетевые кабели я имею в виду. Там целая история, как это все делалось, поскольку нужно было плашку новую сделать. Ну и, соответственно, межблочные кабели по такому же принципу. Кстати, кабели, которые не имеют экрана и при этом звучат совершенно фантастически. В сетевых кабелях экран сделан. Кабели идут вот таких из искусственной кожи, дорогих таких карманчиках. Здесь история, могу сказать, о том, о чем тоже нужно сказать. Если вы выращиваете свою систему и хотите, чтобы ваша система действительно познала вот это, то, что я говорю, погружение, растворение, как говорят мои клиенты некоторые, DAO, там Сатори, старайтесь готовить систему полностью целиком на одной линейке. Я понимаю, что эксперименты вещь хорошая, но со временем ты понимаешь, что если система гармонична, то объясню, почему это нужно делать. Почему люди ставят сетевой кабель этого же производителя, межблочный, акустический. Это связано с тем, как раз с чего мы начали, да, с понятия энергии, частоты и вибрации. Когда много лет назад когда еще не было такого роста продажи сетевых кабелей хай-файных,
показывал какие-то сетевые кабели. Любого производителя, тот же самый Ятор. Зачем нужно платить $1500? Я не знаю, сколько сейчас он стоит, скорее всего, не выпускается. Или там $10 000 за сетевой кабель. Зачем это? Основным аргументом людей, которые приходили, был следующий. А смысл это делать, если у меня же до розетки идет алюминий обычный, или там от будки, которая во дворе, идет алюминий, вообще люминь, да, люминь. А смысл мне ставить хороший сетевой кабель? Какой смысл? Человек, который не имеет инженерного образования и который не понимает вообще, что такое кабель, он не сможет ответить на этот вопрос. Ну, действительно, сигнал идет какой-то электрический, питающий, да, тем более 220 вольт. А зачем последние какие-то метры питать именно качественным кабелем? Так вот, ответ мой был следующий. Возьмите, сходите в любой магазин электрический, да, где электротовары продают. Не хай-файные, а просто электрические товары. И купите кабель большого сечения, какой-нибудь там, ну я не знаю, вот у меня тут передо мной лежит, могу сейчас переключиться, показать вам. Вот он я. Слышно меня, видно? Вот такой, да? Вообще моножилы, да? Как он называется? НУМ 3 на 6 кубов. Так вот, что нужно сделать? Вы можете сделать вот такой кусочек, вот, 10 сантиметров. И вот эти последние 10 сантиметров прикрепить, припаять к вашему штатному сетевому кабелю, который у вас там идет. Ну, вот такой вот из розетки, да, выходит. Просто вот последний кусочек сделайте вот из этого кабеля. И потом послушайте вашу систему. Сравните с тем, что у вас было со штатным сетевым кабелем. Большинство людей, кто это сделал, кто действительно слушает музыку, слушает музыкальные системы, именно музыку, они приходили с вылупленными глазами, пытались как-то, чтобы я объяснил, почему это происходит. А дело как раз в том, с чего мы начали разговор, что поля, которых мы касаемся, и человек это не просто то, что вы видите на экране, он выходит за рамки этого тела, которое сейчас камера производит. У него есть некая энергетическая структура, которую можно увидеть приборами. Современными приборами это достаточно хорошо видно. Но людям, которые имеют богатый опыт, да, в принципе, даже и не нужны эти приборы, они и так это видят и чувствуют. Да, когда вы подходите к некоторым людям и чувствуете, что у них там сразу плохо себя чувствуете в присутствии этих людей. Я проводил массу экспериментов сторонних, когда вот система музыкальная расцветала, да, в кругу вот этих людей, которые действительно любят музыку. А потом заходил человек со стороны, и практически система падала на плинтус, ничего не было, уже вплоть до того, что сцена разрушалась, не то, что там какие-то определенные эмоции, состояние исполнителей, да, там движение волос там исполнителя, или там энергетика какая-то, ну, микро-макродинамика какая-то, хай-файщики, ну, это на самом деле выше гораздо. А система просто прекращала играть в том смысле, что звук-то есть, но музыки нет. И все переглядывались так вокруг, смотрели, что происходит. Я говорю, вы сейчас получили тот же самый эффект, когда заходит некая сущность, некое энергетическое поле, да, которое вот это все разрушает, и система схлопывается. По такому же принципу работают сетевые кабели. Если вы пропускаете через проводник какой-то с плохими свойствами, а потом у вас сама сущность сигнала проходит через чистые материалы, то энергетика и сама структура этого сигнала, она меняется. Самый простой способ объяснить, это тех людей, которые знают, что такое вода, и что вода из разных источников имеет разные свойства.
Вы это видите, выйдя даже в городе, кто живет, вы знаете, где-то растения быстро умирают, там, или цветочки, кто выращивает растения, какой-то хорошей водой полил, и все там расцвело. Или сами даже выпейте, да. Вот я сейчас устал, да. Вот вам катушку покажу, сейчас лицендрата расскажу. Глотну немножко, друзья, водички. И водичка тоже разная. О, Фавионыч за мной побежал, за водой тоже. Сиди, смотри, лицендраты, охраняй. Так вот, друзья, сейчас проверим. Так вот, смотрите, лицендрат. В данном случае это Lepsha 16-жильный 70-х годов. Такие кабели используются в виниловых проигрывателях, в тонармах внутри. Почему? Потому что они эластичные. В качестве диэлектрика здесь используется шелк. Наружной оплетки шелк. Это я его могу распушить и показать вам, да? Видно, да? Как блогеры делают, я решил так попробовать. Ну и внутри находится, собственно говоря, сам материал, проводник. Есть виды этого кабеля, где каждая жила не закрыта лаком. Ну, по-моему, Lepsha вот такой. Lepsha D, по-моему, насколько я помню, она закрыта. Каждая жила из 16 закрыта лаком. Так, видно, нет? Видно, да? Это 70-микронные кабели. Благодаря тому, что... Зачем это делать, вообще скажете? Для увеличения добротности на высоких частотах. Но это не 20 кГц, и даже не 40, это мегагерцы. С другой стороны, если вы знакомы с математикой, хорошо учили в школе, то вы знаете, что прочитаете про скин-эффект, что сигнал течет по поверхности между диэлектриком, вы должны понимать, что кабели, состоящие из множества жил, ну, я на примере толстого покажу кабеля. Вот, смотрите, вот здесь, например, 3 коаксиальных кабеля, 3 отдельных, да, вот 3 коаксиала. Сейчас срез вам показать. Вот видно будет, да? Вот. Ну, например, посчитаем, что вот здесь 3 жилы, да? Или, например, 3 жилы, которые я вам до этого показывал. Видите? Вот на этом, наверное, примере будет проще всего показать. Я вам говорил, что сигнал идет по поверхности. Соответственно, что у нас получается? Мы берем и считаем площадь вот этих цилиндров, по которым идет сигнал. Почему он не проникает вглубь? Почему скин-эффект, эффект кожи? На высоких частотах, вы знаете, кто смотрел опыты Тесла, привет, друзья. Я только посмотрел на чат. А как звать по имени? Олег меня зовут. Смотрите, получается следующая ситуация. Вы берете и считаете площадь цилиндров, да? Посчитайте ее просто. Это надо окружность умножить на длину. И вы можете посмотреть на любом кабеле, посчитать площадь самой поверхности. Если вы потом возьмете даже большого сечения кабель и сравните, например, меньшего, но с большим количеством жил лицендрата, то вы обнаружите очень интересное свойство, что площадь вот этих поверхностей в лицендратных кабелей даже в 5 раз меньше диаметром будет больше. Я считал на кабеле, где 600 жил, 50-70 микронах, у меня получалось, что на 2 метрах длины получалась площадь порядка 4 квадратных метрах. О чем это говорит? Что информации этот кабель пропускает просто даже по площади в несколько раз больше, чем кабель, который имеет значительно большее сечение, но меньшее количество жил. Но площадью не все. И почему я упомянул Тесла? Помните, как Тесла зажигал лампочки, да? То есть он стоял на земле, а лампочка была в руке. Напряжение было очень высокое,
но частота была гигантской. И благодаря тому, что повышалась частота, ток тек не внутри тела человека, Тесла умер бы от тока, а по поверхности кожи человека. И он мог держать лампочку, зажигать ее просто рукой. Это высокочастотные токи, которые вы с ними постоянно сталкиваетесь. Кто работает с электроникой, знает, что такое статическое электричество, которым можно испортить любую микросхему. Да? Я тоже этим обладал, когда работал на РАМО. Там кольца одевали специальные, заземлялись, там, чтобы только не спалить эти советские микросхемы. Поэтому все это электричество, оно пронизывает весь наш мир. Оно находится и в воздухе, поскольку воздух, мы уже поняли, что является проводником электричества. Молнии все видели, да? Кота гладили. Кстати, у Теслы как раз спрашивали, как он познакомился с электричеством. Первый раз он сказал, что как кота погладил и понял, что это мое электричество. Поэтому для тех людей, которые интересуются качеством кабелей и хочет от своей системы любого уровня абсолютно, наушников, айфонов, там, микрофонов, там, динамиков, должно быть у вас понимание, что все, что происходит через проводник и через диэлектрик, приобретает свойства этих материалов. Это как вода. Если она действительно чистая, если она не впитала в себя эту негативную энергию, то снежинки появляются очень красивые. И есть во Фликере в том числе очень много великих фотографов, которые занимаются, даже с русской фамилией, я не помню, как его, у него есть и Инстаграм. Там совершенно фантастические фотографии микро именно снежинок. И пока вот никому не удалось достичь того уровня. А в тех местах, где энергетика не очень хорошая или грязная вода, вы видите, что снежинки некие такие оплывшие, просто некрасивые круглые штуки. Это имеет отношение в том числе и к Hi-Fi технике, и к качественному звуковоспроизведению сигнала. Почему? Потому что чем вы кормите систему, то она так и воспроизводит. Даже вот некоторые сомневаются, что качество USB кабеля зависит от сигналов. Да? И не случайно Black Rhodium, один из первых, стал делать качественные USB кабели. На момент, когда использовали в топовых системах DCI, например, такая есть компания, Data Conversion System, это топовые источники мировые для студий. Да? Это конвертеры отдельно, это отдельно тактовые генераторы, транспорты. Лучший эксперимент, который я делал, это были самые топовые силтеки, а потом я заменил все это, соединив iLink-ами 1394, так называемая шина, которую придумал Apple. Просто из серебра. 3 кабеля заменили там, стоимостью там, по-моему, по $1500 каждый. Заменили все кабели, которые были межблочные, стоимостью там 20 или 30, 40 тысяч долларов, я не помню сколько. Это как раз связано с тем, что, во-первых, коммутация была уже цифровой, и плюс генераторы, сами тактовые генераторы, ЦАПов, транспортов были объединены. Это дало такой прирост и изменение именно фазовых характеристик на несколько порядков, на 2-3 порядка. Не случайно, кто интересуется стереопроигрывателями, я всю жизнь им интересовался, да, знает, например, что тот же самый Esoteric до сих пор делает в устройствах внешние входы для тактового генератора. Кто работает в студиях, знает, что такие генераторы делал и Apogee, и вообще понимает, что такое тактовый генератор. Ну, для тех, кто не понимает, посмотрите, что такое кварц, в чем свойства и как кварц повлиял на электронику. Это некий камень, да, некий минерал, который стукнешь, и он там начинает на этой частоте звучать, подает электрический сигнал, и она звучит, да, на разных частотах. Поэтому думайте об этом, помните всегда, что Hi-Fi индустрия, High-End индустрия — это не миф, это реальность нашего мира. Так же, как кто интересуется любой какой-то сверхтехнологичной отраслью, автомобилестроением, фотографией, должен понимать какие-то простейшие законы физики. Если он не учил физику, ну, конечно, ему очень тяжело будет. Если он там вообще не знает химию, то ему сложно будет объяснять что-либо про органолепты там, или что-то рассказать про то, как вообще формулы считать даже химические, да? Как вещества образуются, связи, да, друг с другом.
Все это имеет отношение. Но, конечно, в Hi-Fi, если перейти на мифы, да, мифов в Hi-Fi очень много. И эти мифы разбиваются, некоторые вновь опять прорастают. Почему? Потому что поколение меняется людей, и старые люди, ну, человек, если прошел опыт, ему это доказывать ничего не нужно, он знает, что делать, как бы, чтобы это было, чтобы это работало. А для молодежи, как бы, им приходится опять эти грабли проходить. Почему? Худший вариант, конечно, это современное образование, которое практически полностью удалило вот эти отрасли, и человек, иногда в комментариях смотришь, вот на чужих стримах, того же самого Илья Куричка, да, там ищут омы между мембранами наушников. Я, конечно, прочитал, и надо это запомнить, записать. Не ищите, друзья, омы между мембранами наушников. Омы находятся в головах. Он бы перевернулся уже несколько раз уже, если услышал такие фразы. Тесла то же самое. Человек, именем которого названа индуктивность, да, измерение индуктивности, да, свойство, одно из свойств вибрации мира. Он тоже, наверное, бы не порадовался, если бы вы использовали только частоты в качестве характеристики Hi-Fi, да, но не амплитудно-частотная характеристика. Просто частотная характеристика, для примера, не имеет никакого смысла. Я могу сказать, что, например, частотная характеристика моего микрофона Rode от 0,1 Гц до петагерц каких-нибудь или тетагерц, да, и буду абсолютно прав. Почему? Потому что я не указал уровня сигнала. Например, этот микрофон может и воспроизводить и 40 кГц, и 50, и 100 кГц, но со спадом там минус 180 дБ, да. То есть он воспроизводит, но это все гармонические характеристики, которые полезным сигналом не являются. Поэтому, когда мы говорим о каких-то технических характеристиках, мы в первую очередь должны понимать, откуда идут многие измерения. И один из самых сложных курсов, который я изучал в институте от великого Уварова, это измерение сигналов. Это самая сложная дисциплина, которая была не только у меня, но и у всех моих знакомых, друзей, кто со мной учился. Это совершенно невероятная, очень сложная сама наука измерения. Потому что измерить можно все очень разными способами и получить совершенно разные результаты. Поэтому, когда вы измеряете солнечные пятна, как это было в 19 веке там, или в 18 даже, да, когда их просто там увидели в подзорную трубу и увидели эти пятна, зафиксировали цикл 11 лет, да. А когда вы их измеряете уже с помощью специального микроскопа солнечного, это совсем другое. А когда недавно очень близко подлетел новый спутник, не те СОХа, которые висят там в симметричной орбите, да, благодаря которым мы знаем о погоде Солнца и видим изображение Солнца в разных частотах, да. А когда он совсем близко подлетел, и мы увидели эти структуры, которые нам показывали в фантастических фильмах, тот же самый там 2012, да, вот эти протуберанцы, или фильм, какой там еще показан, Интерстеллар, да, то есть, но мы увидели, это настолько большие объекты, они все связаны с электричеством, так или иначе, да, не только с ядерными реакциями. Корона, как бы, вы знаете, что она горячее, чем поверхность Солнца в несколько раз, миллионы градусов. И когда это все еще выплескивается в космическое пространство и доходит до нас, да, вот на этой неделе, на прошлой неделе, там целая серия была грандиозных вспышек, которые там ощутили все люди в нашей Земле, да. Я вот тут буквально там несколько дней назад даже солнечное сияние в городе сфотографировал, показывал, да, на Сигму это сложно было сделать, но вообще это делать только за городом можно. Оно в городе даже видно, на полосе 60 градусов, да, на широте. А некоторые увидели его даже на 50 градусов в Москве. Это говорит о том, что электричество все пронизывает. Поэтому если вы будете воспринимать это как некую магию, куда идет наше образование, что это превращает в магию некоторую, в волшебство, что вот нажал на кнопочку айфона и там что-то появилось. Для них это волшебство. Тогда, конечно, судьба таких людей незавидна. Им можно будет вдуть любое фуфло, как говорится, грубо говоря. Если же вы этим интересуетесь с высоким уровнем, если вы хотите познать или
или сделать что-то действительно выдающееся, тогда, конечно, изучайте этот вопрос. Благо, в мое время, когда я учился, интернет только, когда я в институте, да, интернет только появился, и я свои многие знания получил именно оттуда, потому что были источники, где я мог дотянуться до них, кроме книг, да. Сейчас, кроме книг и кроме интернета, есть и реальные контакты с людьми, которые делают эту технику, которые владеют информацией. Но также есть 99% около таких отраслевых, так называемых олухов, да, как говорит Савельев, да, политолухов и прочих олухов. Да? Как там? Я их называю всех эффективными менеджерами, которые развалили большинство компаний, в том числе и в России, которые занимались в том числе и кабельной хай-файной индустрией, ну и всего прочего и прочего. То же самое, в принципе, и на Западе происходит. Там тоже разваливаются компании, которые выстроены были годами. Ну вот, если владелец уходит, как Кондон, ну, появляются такие люди, как Вортруп, и превращает все это в продукцию менеджера, который пытается что-то кому-то продать задорого, но при этом сделано очень и очень не очень хорошо. Я буду благодарен, друзья, если вы напишите, какие вопросы по этой тематике вас интересуют. Я имею в виду практические вопросы, как, например, улучшить качество звука, да, микрофона, по качеству звучания систем в помещении. Да. У меня не было ни одного видео, связанного с какими-то советами по тематике Hi-Fi, по тематике стереосистем, по источникам, по усилителям, по расстановке акустики, по акустической обработке помещения. Но если такая тема интересна, будем делать, друзья, будем что-то рассказывать, показывать. Давайте я вам что-то еще покажу сегодня. Из того, что я подготовил, да, ну мы на Силтеке остановились, да. Посмотрите, зайдите, если вам будет интересно. Про колодки тоже, может быть, задайте вопросы, про зачем ставятся фильтры, дистрибьюторы питания, так называемые, да. Или, например, кто интересуется наушниками, например, в линейке Силтека есть специальные кабели для современных high-end наушников, кто интересуется именно такой темой. Что касается технологий самих, все серьезные компании, которые действительно выпускают настоящие продукты, они всегда на сайте указывают именно технологии, как они это делают. И так же, как и Масилян Фавелла, компания Ятор, которая является металлургом по образованию, также и люди, которые работают в компании Силтек, тот же самый Силтеч, говорят о металлургии. Да? И не надо меня слушать. Вы можете почитать то, что они говорят, и те технологии, которые они используют. И каким образом они это описывают. Они стали это делать недавно относительно, потому что понимают, что огромное количество мифов. Да? Посмотрите, что такое S8 технология монокристалл от Силтека. То, о чем я говорил, да, количество элементов самого проводника. Структурированная вещь монокристалл, да, как она выглядит. Это все можно увидеть, друзья. Причем размеры этих кристаллов, они в пределах оптической диапазона, поэтому это в микроскоп даже можно увидеть. У меня был микроскоп, я рассматривал кабели какие-то. Ну, с другой стороны, есть компании, которые на этом паразитируют, например. Та же самая замечательная известная компания Kimber, да, которая очень сильно распиаренная. Для меня было, конечно, очень сильным удивлением, когда я открыл один из старших кабелей, увидел, как это сделано, и обнаружил, в чем смысл вот этих всех заявлений, да, что то, что там внутри, отличается от того, что они заявляют. С другой стороны, если, например, вы видели когда-нибудь в разрезе, вот он здесь в открытом виде, да, вот он сам элемент кабеля здесь, это сами разъемы, дальше идут так называемая оболочка антистрессовая, да, это отдельная тема и имеет отношение к подставкам для акустических кабелей, да, почему они делаются. Почему из дерева определенных сортов. Кто смотрел мое видео про ясень, про вишню, ну, как бы он понимает, о чем речь. Да? Это тоже резонанс определенных частот. Антистресс связан как раз с тем, что когда металлический проводник или вместе с диэлектриком, сам провод,
он тоже, когда работает, он работает по принципу микрофонного эффекта. То есть, если есть какой-то звук, а звук пронизывает все наше пространство, ну, воздух везде есть, и звук из динамиков влияет на работу самого кабеля. Кто работал на студии, знает, что такое микрофонный эффект. Если вы двигаете кабель, если вы его там начинаете что-то делать с ним, поскольку там тонкие лицензиаты в этих кабелях, то вплоть до того, что заводится система. Здесь эффект как бы более значительный, потому что микрофоны, да, маленькое напряжение, там 0,5 милливольта, там доля милливольта, микровольта могут быть. Здесь сигнал в этих акустических межблочных кабелях, он измеряется или там 0,25 милливольта стандарт, да, там вольтовые сигналы. То есть это все равно больше значительно на несколько порядков. Но тем не менее, слышно, что если кабель просто лежит там на полу и долбасит какие-то динамики, если вы поставите на подставки, то увидите, что звук, не то что звучание, а разрешение сцены, ну такая базовая характеристика, да, системы, но это не основная. Она более глубокой становится. В каких-то более высокого уровня системах вы видите движение уже самих фигурантов действия, да, музыкантов, вы чувствуете энергетику. Ну и описание терминов для описания самого хай-фай полотна, можно сказать, музыки, оно такое витиеватое, эзотерическое. Но тем не менее других способов пока не найдено, хотя рано или поздно эти способы найдутся, именно технически измерить их. И, кстати, вот здесь вот видите изоляторы. Каптон, знаете, что такое, да? Жесткий материал, некое такое, похоже на бумагу, но очень большой жесткости. Каптон очень интересный диэлектрик, тефлон комбинированный, да? То есть и широкополосный экранированный, да? То, о чем я говорил. Ну, ядро, два ядра. Поэтому, друзья, я вот такой пробный сегодня у меня эфир, касающийся именно того, чтобы какие-то, может быть, вопросы у вас появились для тех людей, которые этой темой интересуются. Ну и, соответственно, для тех людей, которые кричат, что никакой разницы нет, что все это ерунда и надувательство. В основном кричат так люди, которые, не хотят этим заниматься, не могут себе этого позволить. Ну, есть люди, которые не могут позволить, но они этим интересуются, и так или иначе они касаются этого и идут вперед, как говорится. Есть, здесь же, конечно, такие энергетические вампиры, которые все хаят, ничего сами из себя не представляют, потому что они хотят за счет того, что показать, что они все знают. Так вот, друзья, если вы считаете, что вы все знаете, значит, соответственно, скорее всего, вы вообще ничего не знаете. Я, например, ничего не знаю, и чем больше я познаю, тем больше познаю, что я ничего не знаю. Поэтому это что касается кабельной продукции. Что же касается тонкой настройки, юстировки, так называемой, по-разному это называют. В американских системах это называется, как же это называется, забыл. Доведение системы до совершенства, но там некое такое словосочетание есть, которое описывает то, как заставить систему играть именно. Не просто звучать, да, как звук воспроизводить, а именно играть. И здесь еще более тонкие структуры, которые нужно отдельно посвятить видео. Это так называемые резонаторы, это система гармонизации тракта, причем не на уровне уже электрических сигналов, на уровне вибрационных сигналов. И здесь есть множество производителей, которые находятся и в Германии, и в Италии, и в Америке, которые делают резонаторы. Кто имеет отношение к музыкальной индустрии, знает, что такое, что эти материалы. Не только звукопоглощение, звукораспределение, это акустические ловушки, басовые ловушки, это материалы мембранного типа. Ну, это целая наука, грубо говоря. Она используется и в устройствах, которые вы носите в карманах, в тех же самых айфонах, да. Если кто помнит, как играли первые айфоны, да, первые наушники Apple, да, что это за ужас был, и как это сейчас. Это можно на стол положить Apple, на iPhone, и он играет как музыкальный центр, даже без усилителя, да. Если такое устройство, я помню, в салоне засовывал просто в рупор граммофона, то люди удивлялись, и молодежь, там мелкие сами, пятилетние, как это устройство играет без электричества. Говорили про граммофон. Вот так оно играет, потому что акустика это имеет отношение к вибрациям, к частотам и к энергии. И до этого недостаточно, не обязательно это должно быть электрическая система. Это может быть акустическая система, просто механическая.
Вот такое сегодня у меня эссе. Надеюсь, что кто посмотрит записи, напишет комментарии. И у кого есть какой-то некий путь хайфайный, кто... Ну, а сейчас таких людей много. Это раньше было 2%, а из них 2% еще интересовались техникой. И еще из этих 2% там 2% умели это все определить, а еще 2% умели это делать. Ну, по большому счету, этот рынок очень маленький, именно хай-энда, я имею в виду, высокого звука. Хай-фай это массовое явление, было в 70-х, 80-х. Сейчас это практически все люди, которые используют, в том числе и там телефоны, это тоже имеет к этому отношение. Высокая верность сигнала, звучания. Поэтому вот вкратце так мой ответ. Что же касается источников звучания, споры о том, что же это все-таки лучше, винил, лента магнитная, или это цифровые сигналы с DSF какие-нибудь, там супер аудио, там с широтной модуляцией, да? Или это какие-то... Ну, в общем, эта тематика настолько изучалась, я помню, что целый год я ставил эксперименты по влиянию программного обеспечения на стримеры, на ЦАПы, да, когда программа устанавливается на внешние карты SSD, на внешние карты памяти или внутренние, там, тестировал и аудиорваны, и другие программные продукты. Ну, сейчас стриминг развит очень серьезно. На тот момент там практически никто ничего не знал, там, я помню, 13-й год, когда это началось. Там вообще люди не понимали, что это такое, как это готовить. Потом уже Moon выпустил стример, SimAudio, я имею в виду. Другие компании, iFidelity, iFi. То есть, и сейчас это уже сотни компаний и в Корее, и в Японии, и в Америке, везде, и в России, которые выпускают эти устройства стримеры. Но, тем не менее, вы должны понимать, что источники изначально самой записи музыки, это, конечно же, в первую очередь самый топовый источник, это лента широкая, да. Дальше с нее, соответственно, и самые лучшие издания на виниле делаются. Да. Есть, конечно, директ-печать, это отдельная тема. Тем не менее, наиболее доступных из таких серьезных источников это, конечно, виниловые проигрыватели, виниловые диски, в зависимости от уровня. И, соответственно, качество головок тоже основного звена, который, кстати, тоже работает с очень маленькими сигналами. Есть вот в данном случае MC-головка от одного из японских производителей, который собирает вручную это все из элементов дерева, да, для снижения вибрации. Техника, кстати, Yoseiji называется. Yoseiji это техника набора из очень маленьких частиц разных сортов дерева. Она используется в поделках, в японских всяких штуках, но здесь она использована в качестве снижения вибрации самой подвижной системы кантилевра и подвеса. Здесь сигнал 0,5 милливольта. Не 5 милливольт, а 0,5 милливольта. Есть и меньшие сигналы, там несколько оборотов всего. Есть виниловые головки, которые делаются из минерального сырья, там тот же самый Каэцу делает из камней разного, делает даже из ракушечника и делает из оникса, из разных других материалов, поэтому это целая наука, делается в основном это все вручную, несмотря на то, что это очень тонкие тоже лиценраты, там и есть и 20-микронные на, может, катушке, есть и еще меньше, стоимостью миллионы рублей в некоторых случаях. Ну, для кого-то, конечно, это компакт-диск остается один из основных, да, кто-то слушает MP3 до сих пор в 21 веком, для меня это вообще нонсенс. MP3, и как он появился-то особо неинтересно было, но сейчас тем более. Ну, поэтому здесь я бы порекомендовал, конечно, если кто будет в Питере, связывайтесь, ходите в правильные салоны. Это, конечно, не массовые масс-маркеты, типа М-Видео, Эльдорадо и всего остального. Там этого нет. Там это было, друзья, в 90-х годах. Теперь это все в специализированных салонах, которых в Питере, по-моему, ну, штук на одной руке поместится, наверное, осталось. В Москве чуть побольше. Грамотных, я имею в виду. Поэтому, что касается дальнейшего развития, да, еще, кстати, хотел вам упомянуть, вот
по типам, поскольку у меня одна из основных специальностей это акустика. Ну, здесь у меня фотография мембранной акустики от компании Мангер. Даниэла Мангер, это дочка основателя этой школы. Это не динамическая акустика, это акустика, использующая мембранный принцип, такого же, как ушной раковины. Удивительная акустика, было с удовольствием работать с ней. Совершенно выдающаяся. Жалко, что основатель, собственно говоря, и создатель этого чуда ушел из жизни раньше, чем это было практически реализовано уже в таком массовом продукте. Тем не менее, вот один из авторов акустической теории, когда узнал, что Мангеру это удалось, он у него спросил, как же ты смог это сделать, потому что сама по себе мембрана, она имеет разные скорости на разных частях. Да? Вот здесь кусочек я подснял самой мембраны Мангера, да? Некая такая большая поверхность. И вот она колеблется. Это ни в коем случае не конденсаторные ленточные излучатели. Это не то совсем. Это динамическая система, то есть там есть магниты, но сама излучающая часть является мембраной, то есть она движется. Центральная часть одни волны, крайняя часть другие, и все это нужно было согласовать. Совершенно невероятный, конечно, эффект. И я вспоминаю первые отклики людей, которые заходили в салоны, которые имеют разный уровень восприятия. И некоторые говорят, что это как это можно слушать. Это в основном говорили люди, которые работают с электронной музыкой плохой и какими-то дешевыми студиями, до того уровня, что люди просто впадали в некое состояние комы такой и не могли понять, что это такое. И когда я спрашивал, имеете ли в отношении к музыке, они говорили, да, мы играем на скрипичных музыкантах, кто-то упоминал фортепиано, поэтому это совершенно невероятно. Все это можно услышать в Мюнхене, кто интересуется этой тематикой, и наиболее ясно, да, это на Мюнхенской выставке можно оценить. В рамках, конечно, ограничений, поскольку помещения, которые там не предназначены для звука, тем не менее, та же самая компания AudioNote каждый год готовится, заново выстраивает эти батарейные отсеки с батарейным питанием, там, можно практически всех встретить. Я не знаю, что будет сейчас после этих событий, когда происходит некая деиндустриализация, в том числе и аудиосфера, где идет упрощение систем, где выдающиеся разработки становятся чрезвычайно дорогие, и не только из-за самих материалов, которые подорожали, металлы, редкоземельные металлы, но и из-за того, что уходит школа, уходят инженеры, новых появляется очень мало интересных. Тем не менее, на Востоке их много появляется, в Китае уже достаточно есть, уже существует некая школа, которую мы считали, что в 90-х, что никогда не будет у китайцев школы, они только копируют. Сейчас у них появляется школа, и я думаю, что рано или поздно мы это увидим. И фокусы сместятся с американского хай-энда людей. В России тоже уже есть много интересных людей, которые достигли серьезных успехов в производстве такой техники. Поэтому надеяться остается только на то, что будет и дальше все это как-то поддержано. Хотя это очень узкий рынок, сразу могу сказать. И тем не менее, люди, которые этим интересуются, подсели на это, с этого уже не сойти. Это невозможно. То есть, так же как бывших военных не бывает, так же бывших хай-файщиков не бывает. Вы можете прервать там на 10-15 лет, вы потом опять к этому вернетесь. В любом случае. Поэтому я настоятельно вам все-таки рекомендую, если вы этим интересуетесь, не упускайте свой шанс, тем более, что кроме первичного рынка существует вторичный рынок, есть очень много людей, которые в клубах, есть каналы уже, если раньше этого не было, сейчас появились каналы, которые освещают эту тематику, поэтому если эта тема будет интересна, если будут какие-то комментарии по делу, мы можем эту тему продолжить, например, в каком-то из салонов. Что-то показать. А для начала, там периодически, кто смотрит мой канал, увидели, что я иногда делал даже вставки, записывал. У меня есть несколько роликов по этой тематике. В разделе плейлистов про стерео, Hi-Fi, там есть несколько роликов, которые я снимал, в том числе Triumph Audio, где можно увидеть и в том числе столы, тонармы и акустику высокого уровня.
для людей, которые интересуются музыкой. Ну, а, собственно говоря, микрофона, да, ну, микрофоны тоже. Это вообще отдельная тематика. Ламповые микрофоны, которые делаются в Санкт-Петербурге, они из лучших в мире. Ну, мало кто даже знает, что такая фирма есть. Слышали там про Союз, там еще что-нибудь, про Acoustic Ingeretta, да, какие-то ламповые. Но, тем не менее, это факт. Это не массовые продукты, это продукты, которые стоят каких-то заоблачных денег, но, тем не менее, они делаются. Также и производство акустики, производство кабелей, кастомные кабели и прочее, прочее, прочее. Поэтому я надеюсь, что вы по-новому, может, взглянете и по-другому будете воспринимать тех людей, которые вам будет безапелляционно говорить, что это все обман, или говорить, что разницы нет, или говорить какую-то чушь по этому поводу, что серебро звенит, что сечение это самое главное, что нужно искать омо между мембранами. У меня за эти годы, там десятки лет, скопилось даже целая такая, можно было книжку написать, вот эти мифы, что люди только не придумывают. Там примеры, там, у меня была история, когда человек умудрился джековый разъем, вот такой, из наушников акустики Ingeretta, недешевых, умудрился засунуть в разъем телевизора, где встыкается колокольчик, банан. То есть, понимаете, они подходят. Он мог это засунуть и обвинить это меня, что я неправильно все сказал. Чего только не было. Народ только что только не делает с техникой. Поэтому было такое предмет в нашем институте. Это эксплуатация аудио-видеотехники. Так вот, я не знаю, есть ли он сейчас, но думаю, что нет. И это один из самых важных предметов, которым нужно преподавать всем, в школе даже. Уметь правильно эксплуатировать автомобиль, технику. Тем не менее, вот среди даже моих друзей, знакомых моего возраста встречаются люди, когда я показываю, открываю капот. А зачем тебе? Туда лезть не нужно. Ты туда не суйся в капот. Я говорю, я все знаю, и устройство, и как бы могу сам все починить. И они прекрасно знают. Но тебе не надо туда лезть. Почему? Потому что если человек будет разбираться в этом, ему эти сервисы не нужны. С другой стороны, усложнение техники автомобильной тот же самый приводит к тому, что обычный человек нужно очень много зданий, постоянно их с одной стороны наращивать, получать, с другой стороны минимизация и путь роста ради роста приводит к тому, что эти устройства многие не обслуживаются вообще. То есть, когда там у одного из друзей увидел двигатель нового Volkswagen, в котором коллектор отлит вместе с движком, я был очень удивлен. Ну, понятно, что им это выгодно, потому что этот двигатель дальше уже ничего с ним не сделать. Если что-то случится, не дай бог, если ты его перегреешь, ну все. Замена, никакого ремонта. Хотя в России есть всегда умельцы, которые и блоху подкуют, если что нужно. Или цендратор спаяют. Так что вот. Кстати, способов распайки одного только лицензрата существует несколько. Там 4-5 способов. И у Квортрупа, кстати, не самый лучший. Так что вот, напишите обязательно, как звук получше ли стало. Я сегодня у меня, видите, внешний микрофон такой. Инженерный микрофон я сегодня решил использовать. Ну вот. Честно говоря, надеюсь на ваше понимание, и, возможно, эта тема кому-то зайдет, может быть, кому-то это будет интересно, и вопросы по существу, а не какие-то хайповые вопросы, типа «это все говно», такие вопросы сразу будут баниться и отключаться. А если действительно что-то действительно хотите спросить, нужное для вас, для вашего роста, для вашего понимания систем, или спросить места, где это можно увидеть, услышать. Всем помогу, друзья. Надеюсь, что сегодня не было вам скучно. Желаю вам хорошего всего. Всего нужного. Питайтесь музыкой, слушайте ее, растите свои системы, и все у вас получится, я думаю. Всем удачи. Фуленыч сегодня устал здесь нести кабель. Но он тоже скажет, что кабельная ноша — это вещь достаточно тяжелая.
Кстати, кабель это самодельный здесь у него. Ну, а в качестве затравки, друзья, напишите в качестве комментария, что это за кабель, для чего он предназначен, где он еще может использоваться. Вот такой разъем, да? Сейчас. Опять способ блогеров, может быть, поможет, да, увидеть. Вот такой. Я даже прочитаю вам, что написано. И вот, кстати, мы сегодня с вами обсуждали, я вам покажу эту надпись из первых уст. Сейчас наведется, надеюсь, увидите. Atlas Quester OCC OFC. Напишите, что это значит, если вы внимательно смотрели. Ну или вот такой, например, покажу вам. Вот такой покажу. Так, сфокусируется. Вот вам задание.